Когда мне удалось сделать первые, еще не очень хорошие кадры, я убедился в реальности этого явления. В том, что существуют некие скоростные летающие объекты, которые, по всей видимости, не являются продуктами человеческой цивилизации. Во всяком случае, современной. Убедившись в том, что можно найти эти объекты, снять их, я постарался максимально серьезно этим заняться. Примененная методика оказалась достаточно успешной. Результатом этой видеоохоты, которую еще пару лет назад я счел бы невероятной, стало множество эпизодов, которые удалось заснять. Количество материала и то, что удалось зафиксировать, необычайно интересно. Съемки удалось сделать в достаточно высоком разрешении. Можно многое заметить и сделать кое-какие выводы. Результатом этого стал небольшой фильм, в котором я хочу максимально поделиться полученной информацией. Ареал города Сочи – это малонаселенный склон гор Западного Кавказа, вплотную примыкающий к Черному морю. Что интересно, именно здесь греческая мифология располагает место, где проходили битвы титанов и богов. Здесь, по преданию, Уран гнался за Зевсом. Территория города Сочи равна приблизительно территории небольшого государства – 6500 квадратных километров. Побережье и горы – 150 километров побережья и 40 километров в горы. Малонаселенные и некоторые даже малоизученные. Из истории этих мест известно, что гора Бытха издревле считалась здесь священной. Упоминается птицеголовая богиня Бытха у местных горцев. Есть легенды, что в недрах горы есть пещера, в которой находилось святилище этой богини. Самое невероятное – это то, что в основном неопознанные летающие объекты влетают или вылетают прямо со склона горы Бытха или из моря, прилегающего к горе. Более мелкие объекты влетают и вылетают со склона горы, более крупные – в море. Это как раз то самое место, куда эти объекты входят в воду. Почему все это происходит в этом месте? Возможно, мы здесь, в этой географической точке, имеем какой-то проход или портал, сквозь который НЛО пролетают. Куда и откуда, судить не берусь. Но именно наличие здесь какого-то прохода обусловило то, что мы можем их здесь наблюдать. Непосредственным центром пространственного прохода, судя по нашим наблюдениям, является западный склон горы Бытха.
Движение этих НЛО происходит с такой скоростью, что их пролет практически ускользает от человеческого восприятия. В тех эпизодах, которые удалось зафиксировать на видео, при воспроизведении в реальном времени едва можно уловить, как нечто проносится с невероятной скоростью. Это движение почти неуловимо. Нужно очень большое внимание, чтобы его зафиксировать. И только в замедленном режиме мы можем рассмотреть эти объекты. В фильме мы показываем эпизоды в реальном времени, чтобы зритель имел представление о скорости этих объектов, а также в замедленном режиме и покадрово, чтобы рассмотреть объекты. Дистанция от камеры до объекта, как правило, 500-600 метров. Сектор в кадре, который пересекает объект, от 200 до 600 метров, в зависимости от точки съемки. Скорость объектов варьируется. Например, иногда 400 метров объект пролетает за 1/3 секунды. То есть, рассчитывая скорость, мы получаем ее от 1 км в секунду. Это минимальная скорость. В других случаях это пролет 400 метров за 1/5 или 1/6 секунды, или даже быстрее. То есть скорость НЛО около 2 км в секунду. Соответственно, если переводить это в километры в час, что понятнее зрителю, речь идет о скоростях от 3-4 до 7-9 тысяч км в час и более. Чтобы представить скорость этих объектов, нужно понять, что двигаются они в 1,5, 2 или даже в 3 и более раза быстрее артиллерийского снаряда. На мой взгляд, скорость колеблется в зависимости от направления движения. Когда объект движется в сторону поверхности Земли, скорость ниже. Когда это движение вверх или параллельно, скорость увеличивается. То есть скорость и физические параметры объектов таковы, что однозначно речь не может идти о каких-то природных объектах или созданных нынешней цивилизацией. После многих эпизодов съемок, где мы сняли эти летающие объекты, у меня сложилось мнение, что такая скорость, которая делает их практически невидимыми для человека, не совпадение, а система маскировки относительно человека. В качестве аргументов в пользу специальной маскировки следует добавить несколько моментов. На фоне склонов гор и леса аппараты почти незаметны, они сливаются с фоном. Их корпус воспроизводит цветовые характеристики фона. Только на очень ярком солнце более-менее четко видны очертания аппаратов. На мой взгляд, это какие-то оптические технологии. Корпуса аппаратов сделаны из какого-то состава, обладающего оптическими свойствами. На некоторых кадрах можно даже заметить некую прозрачность объектов.
Аппараты, которые удалось заснять, по форме можно отнести очень условно к нескольким типам. Первый тип – классическая тарелка, полукруглый купол и приплюснутость по краям. Другой тип – нечто в виде капсулы. Третий – это шар. Они часто летят высоко и вдалеке. Один раз удалось зафиксировать аппарат, состоящий как бы из двух соединенных полусфер. Деление, повторюсь, очень-очень условное. Возможны ошибки. Иногда сбоку у аппаратов мы можем заметить какие-то прорези. Назначение их не совсем понятно. Возможно, это двигатели, дюзы, возможно, это какие-то системы наблюдения. Основная масса заснятых НЛО, по моим расчетам, имеет размеры от 50 см до 1 метра в диаметре. Были аппараты несколько большего размера, наверное, до 5-7 метров в диаметре. Размеры некоторых шаров оценивать не берусь, так как летят очень далеко. Если судить по размерам, на мой взгляд, мы фиксируем по большей части беспилотные аппараты. Что они делают, какие функции выполняют, пока трудно судить. Но повторюсь, что они старательно маскируются от человека. При движении объектов незаметно звуковых и воздушных волн. Возможно, используются технологии движения, которые сводят их к минимуму. В местах пространственного прохода иногда фиксировалось два объекта, летящих одновременно. Я изучил достаточно много эпизодов движения НЛО и пришел к выводу, что, возможно, мы видим переход из энергетического состояния в более материальное и наоборот. Это можно проследить буквально поэтапно. На мой взгляд, дальше от Земли они становятся более материальными. Во всяком случае, можно видеть четкие очертания. Ближе к Земле они переходят в некое энергетическое состояние. Также удалось зафиксировать на нескольких кадрах какое-то свечение. Это, возможно, включение некого движителя или преобразователя при переходе в энергетическое состояние или обратно. Во всяком случае, свет совершенно необычный. На одном кадре мы видим включение этого света за доли секунды перед приближением к Земле. Есть кадры, попавшие на фото, где это свечение очень заметно. Есть еще ряд интересных моментов, которые хотелось бы отметить. В ущелье, рядом с горой Бытха, между ней и соседней горой низина. Здесь расположен небольшой городской квартал Сочи с частными домиками. Врач в местной поликлинике мне рассказал, что продолжительность жизни в этом месте намного выше, чем в других местах. Такая долина долгожителей, как он выразился. Возможно, не случайно, что именно здесь мы встречаем НЛО.
Хотелось бы добавить еще кое-что. Когда я изучил различные свидетельства о встречах человека с НЛО, изучение мест их предположительных посадок, очень часто речь шла о каком-то негативном влиянии на людей. Болезни, облучение и так далее. Здесь у горы Бытха мы явно имеем противоположный результат. То есть здесь какая-то позитивная энергетика, наличие явного позитива. В этот фильм вошли, конечно, не все эпизоды, которые удалось заснять, но я постарался дать хотя бы общее представление об обнаруженном явлении, проходе НЛО, здесь, в горе Бытха.